Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. Глава ведомства отметил, что за 8 месяцев 2024 года правоохранительными органами расследованы уголовные дела в отношении 13,5 тысяч подростков. Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Республике Коми, Курганской, Новгородской и Тамбовской областях. Бастрыкин обратил внимание на такой аспект, как преступность подростков с миграционной историей. В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%, причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов с 53 до 108. Причинами противоправного поведения подростков является социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки, воспитание в неблагополучной семье. Глава ведомства потребовал тщательно изучать условия проживания детей, пребывания их в образовательных учреждениях, круг общения при расследовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в том числе противоправных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности. Это необходимо для того, чтобы в каждом случае комплексно делать правовую оценку произошедшему. Также председатель СК России обратил внимание подчиненных на проблему вовлечения подростков в распространение наркотиков. Он поручил принимать исчерпывающие меры для установления и привлечения к уголовной ответственности организаторов таких преступлений. При этом Бастрыкин отметил необходимость усиления взаимодействия следственных подразделений с органами внутренних дел, местными органами власти, администрациями учебных учреждений для профилактики подростковой преступности, в том числе преступлений несовершеннолетних мигрантов. Формальный подход в этом вопросе недопустим, подчеркнул в очередной раз глава ведомства. Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в Москве. В социальных сетях сообщается, что жители одного из районов Москвы после подачи жалобы на незаконный хостел, в котором проживали мигранты, столкнулись с противоправными действиями иностранных граждан. Отмечается, что хостел продолжает функционировать, а его постояльцы в отместку повредили автомобили москвичей. Вот как реагировать на такую информацию? Разве люди нападали на них? Причиняли им какой-то ущерб? Может быть, оскорбляли их религиозные чувства? Нет. Люди обратились в органы для того, чтобы была проведена проверка. Отсюда возникает вопрос, что именно спровоцировало действия мигрантов? Они в принципе не согласны с тем, что правоохранители выполняют свою работу? Или они в принципе не согласны с тем, чтобы им хоть кто-то давал хоть какие-то советы или навязывал необходимость уважать законы той страны, в которой, кстати говоря, они находятся? В очередной раз в голове возникает вопрос, кто их привозит по миллиону в месяц? И главное, зачем? Тот, кто это делает, даже не удосуживается создать для них человеческие условия проживания. Да им самим такое впечатление, что эти условия не нужны. Что же тогда, спрашивается, им нужно? Зачем они приезжают? Я бы понял, если бы мне кто-то сказал, что они приезжают для того, чтобы наладить свою жизнь, устроиться на работу, создать семью. Иными словами, им хочется приехать в Россию для того, чтобы жить и работать. То есть проживать по тем правилам и тем законам, которые существуют в России. Ведь, наверное, странно было бы увидеть, как человек сядет за руль Мерседеса и начнет кричать на машину, чтобы та его везла. Даже если он привык к гужевому транспорту, то в машину-то он будет садиться, скорее всего, чтобы ехать при помощи двигателя внутреннего сгорания. Отсюда в очередной раз рождается вопрос. Сколь эффективны и полезны иностранные специалисты, которые пренебрежительно относятся к прогрессу и к тем правилам и законам, которые помогают продвижению этого самого прогресса? Сколь комфортные, а самое главное безопасные дома они построят? Мы ведь часто слышим о том, что они очень нужны для строительства домов. Но если они даже жить не хотят в таких домах, в условиях индивидуального комфорта, если они предпочитают жить толпой в одной комнате, то появляется еще один вопрос. С такими ценностями, как они могли набраться опыта строительства?
Исходя из всего выше сказанного, напрашивается только один вывод. Они приезжают не для того, чтобы устраиваться на работу. Да и не сами они приезжают, их привозят двухэтажными автобусами, которые были замечены на казахской границе. Привозят и заселяют в условия, которые нам бы могли показаться неприемлемыми, но им вполне подходят. Так зачем они здесь? И почему их привозят миллионами? Какая цель у этого процесса? Вот где, мне кажется, самый главный вопрос. Новостной ресурс Национальная служба новостей опубликовала статью «Цены вырастут, названы последствия запрета на работу в такси для мигрантов». Давайте ознакомимся. Регионы России активно вводят запрет на работу мигрантов в такси. Однако дефицит водителей общественного транспорта в стране уже достиг 30%, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант-сервис» Андрей Кладов. Две беды. Запрет на работу самозанятых в такси не усугубит дефицит водителей. Дефицит водителей может спровоцировать рост зарплат. Уже в июле 24-го трудовые мигранты зарабатывали на водительских должностях до 136 тысяч рублей из-за острого дефицита кадров. Спрос на поездки в такси с начала 24 года вырос на 20%, сказал он в беседе с газета.ру. По словам Кладова, есть риск, что после полного запрета на работу в такси для мигрантов стоимость поездок повысится, и значительная часть населения не сможет себе позволить подобную услугу. Ранее сообщалось, что средний чек поездки на такси в России в сентябре 2024 года выставил 598 тысяч, что на 12% больше, чем в 2023 году, напомнили об этом радио.нсн. Тут, чтобы понять полностью возникающую проблему, будет иметь смысл заглянуть в прошлое, в те далекие времена, когда только появлялись приложения для заказа такси. В частности, когда появилось приложение GetTaxi, поездки были столь дешевые, удобные и стремительные, что со службами такси заключались корпоративные договоры. Поездки для водителя на первый взгляд были очень дешевы, но за счет огромного количества заказов водитель свободно зарабатывал в день порядка 10 тысяч рублей. Хитрость заключалась в двух вещах – низкие цены на поездку и минимальное присутствие посредников. Второе, по сути, и было причиной возникновения первого. Все было автоматизировано – водитель, его рейтинг и клиент, который ему этот рейтинг создает. Но, как в таких случаях и бывает, путем длительных утомительных переговоров, лоббирования интересов посредников, данную систему удалось сломать. В те времена было много публикаций в СМИ о том, что GetTaxi начали терять корпоративных клиентов. К чему я это вспоминаю? К тому, что высказывание Кладова о том, что цены растут на такси в силу запрета водителям-мигрантам садиться за руль, для меня не выглядит абсолютно достоверными. Больше похоже на спекуляцию в данном вопросе. Я со своей стороны уже привел пример того, как низкие цены на перевозки приводили к тому, что водители зарабатывали больше. А когда цены начали накручивать, то стали терять корпоративных клиентов. Да и вообще клиентов менее платежеспособных. Тут, как говорится, вечный вопрос курицы и яйца. Теперь, что касается заявления о том, что водители зарабатывают 136 тысяч рублей. Хотелось бы понять, откуда берется эта цифра. Она взята из рекламы устройства на работу? Или Кладов может предоставить факты того, что человек, находясь на линии, беря заказы, уважительно относясь к клиентам, прекрасно говоря по-русски, зарабатывает именно такую сумму, причем работая в рамках предусмотренных нормами трудового законодательства. На всякий случай уточню. Я не спорю с Кладовым. Я просто не могу с ним спорить, так как он не дал мне внятной информации. Все, что сказано в данной статье, это набор цифр, никоим образом не расшифрованных, откуда они были взяты. Я со своей стороны в комментариях часто вижу от людей сообщения, что люди уже давно не заказывают такси эконом, как раз из-за огромного количества работающих там мигрантов. Я это к чему? Что понять, непонятно, откуда берутся цифры, какие именно такси имеются в виду. Разный уровень такси стоит по-разному.
Может быть, нам в очередной раз пытаются втюхать просто некие средние цифры, как в поговорке про среднюю температуру по больнице, лишь бы, как говорится, звучало страшно. И еще раз со своей стороны сделаю акцент на том, что такие как Кладов являются лицами заинтересованными. В анализе всегда хочется слышать от тех лиц анализ, которые смотрят на ситуацию объективно, без личного своего интереса.